Приветствую. Значит, был обзор в предыдущем видео вот такого вот маленького ленточно-шлифовального гриндера. И теперь мы проведем обслуживание. Хочется немножко его закрепить, некоторые вещи, смазать, посмотреть вообще, какие тут подшипники стоят и так далее. Так что начинаем. Снимаем нашу ленту. Так, первый момент, наверное, избавиться вот от этого. Так, здесь нам надо просто закрутить, но оно же должно натягиваться. Так, вроде немножко подкрутив нормально. Единственное, там надо будет смазать, чтобы вот так вот легче ходило. Ну, фактически есть. Окей. Идем дальше. Давайте посмотрим на хотя бы на один ролик, что он из себя представляет. Так, здесь, наверное, десяточка. Ого. Крепенько. Аж все поехало. Так. А где моя подставочка? Есть такая маленькая подставочка для винтиков. Такая магнитная, гибкая досточка. Ей мы все будем тут собирать. Так, вот у нас валик. Так, вроде на этом винтике сидит хорошо. Значит, вот такой вот. Ага. Что у нас тут видим? Так, шайбочка. И это у нас что, подшипничек. Так, подшипники. Значит, алюминиевый вот такой вот ролик. Здесь есть куда упереться. И вот такой вот подшипник. Кстати, прикольно. Один и с другой стороны такой же. Вот. Значит, все даже на подшипниках, даже еще круче, чем я думал. Так, единственное. А что за подшипник? Есть ли какая-то маркировка? Так. Вроде есть 688, да? Что-то еле видно. 688Z. Только так легко заходит. Ну, раз один, раз второй. Так. Давай ровненько. Проваливается. Так, посадка такая. Угу. Да, все окей. Вот. И, соответственно, тут еще шайбочка. Вот так вот.
Так, на каждом ролике, значит, по 2 подшипника. У нас таких 3 ролика, значит, на 6 подшипниках. Это прикольно. Я думаю, что остальные сделаны точно так же. Так, поэтому остальные разбирать не будем. Тут у нас все понятно. Так, и закручено было достаточно хорошо, кстати. Сильно. Так. Закрутим. Так. Все нормально. Попробуем, проверим остальные. Ага, а тут даже не дотянуться. Это гаечки надо поднять. Так, попробуем этот, проверим, что он нормально закручен. Да, хорошо закручен. И последний. Хорошо закручен. Все прекрасно закручено, и еще все на подшипниках, на 2 подшипниках. Ну, выглядит классно. Хотел смазать, потому что немножко он отставал. Так, немножко открутим. Так, берем масленочку. Такая классная масленочка в виде ручки. И буквально капелюшечку. Чуть-чуть. Нам главное, что просто поверхности хорошее. Снизить трение. Так. Ручку все. И стоять. И закручиваем. Нашел состояние, при котором оно достаточно хорошо закручено, плотненько, и при этом не гуляет. Так. Слишком плотно. Надо открутить. Как-то так. Вот. Так, ходит хорошо. Так, ну, ролик гуляет, хотя... Да, это вырезанный паз получается внутри для подшипников. Паз, наверное, вырезан слишком большим. И видим, вот таким вот образом гуляет. Вот это колесико меньше. И нижнее тоже меньше. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Так, здесь у нас ходит нормально. Так, вроде окей. Если мы попробуем... еще немножко затянуть вот это гуляющее колесико. Может, это поможет. Хотя бы чуть-чуть. Так. Не, оно и так затянуто до максимума. Окей. Дальше следующее, что хотел сделать, это открутить вот эту пластину, потому что, как говорил в видео, она подвинута немного внутрь. Выставить ее вровень, получается, с лентой. То есть для начала эту пластину и потом вот эту подставочку, соответственно, тоже открутить ближе
ну, максимально близко подвинуть к ленте и сделать здесь угол 90 градусов. Так, где-то у меня тут угольничек специально для этих целей есть. Вот. Ого, здесь тоже все затянуто. Классно. Так, регулировочный. Легче крутится. Так, нужен, значит, еще ключик. Так ко всему не подлезть. Но пока что я вижу, что сделано очень-очень неплохо все. Так, ага. Это регулировочный. Что там, 6, 8. Так, значит, регулировочный у нас отвернут. Осталось. Ох, как хорошо затянуто. Да, без силового ключа и не открутишь. Значит, вот этот откручивается спокойно, а вот здесь хорошо затянут. Так, как бы ухватиться. Есть. Теперь пошло. Так, вот теперь эту пластину нужно подвинуть так, чтобы она была в упор с лентой. Для этого нам надо ленту поставить, чтобы нам видеть вообще, как эта лента стоит. Так, лента встала. Так, что это за звуки? Да, валик немножечко... Так, сейчас покажу. Валик немножечко заваленным все равно выглядит, но не сильно. Да. Ну как-то окей. Так, теперь нужно доработать вот этот упор. Значит, надел я ленту, и теперь нам нужно фактически упереться, но не сильно, чтобы не выпирал. Упереться таким вот образом и зафиксировать вот эти болты. И закручиваешь, она тут же сама сдвигается. Поэтому приходится по несколько раз откручивать, опять закручивать. Так, и что мы получаем в итоге? Вот у нас по колесику ходим. И если опускаемся, мы на одной линии. Прекрасно. Эта линия есть. Теперь осталось вот это нижнее. Видно там просвет, потому что вот эта подставочка немного завалена. Так, что у нас тут? Там гаечки нету, нам только здесь открутить. Так, тут еще раз проверим, что у нас все закручено. Есть. И здесь нам еще раз законтрить гайку надо. Так, еще раз проверяем, что будет все окей. Ну, прямо прекрасно. Вон ролик немножко двигается. Как видим, тут линия прямая, то есть ролик и вот эта площадочка сейчас на одной линии. Так, осталось теперь эту площадочку. Эту площадочку нам, кроме того, что надо выставить на 90 градусов, то, что я хочу, я ее еще хочу подвинуть.
подвинуть максимально близко. То есть она была вот таким вот образом. Я ее хочу подвинуть максимально близко к ленте. Для этого нам еще снова нужно надеть ленту. Так. Так, надеваем. Прокручиваем. Вроде все крутится. Так, проверяем эту подставочку. Вроде окей. По ней практически ходит то, что нам нужно. Так, теперь надо вымерить глубину вот этой подставки. Плюс еще одновременно и угол. Так, как будем с глубиной? Где-то хотя бы миллиметр, чтобы был. Так, нужно как что-то, какой-то кусок металла. Да. Или зуботычку. Чтобы такое взять тоненькое. Достаточно тонкий. Если это поставим, ну, в принципе, достаточно. Так, первое нам нужно отступ, и второе нам нужен градус. Так, вот, вроде есть. Теперь как только это все удержать, потому что все мелкое. Так. Ну, прямо вот ровно 90 градусов, конечно, мне прямо здесь не нужно. Нужно, чтобы было очень-очень близко. Так, вот что-то получилось. Давайте посмотрим. Даже очень-очень близко. Так, панелечку уберем. Ага. Вот эта пластина немножко завалена. То есть можно увидеть, что здесь больше расстояние, здесь меньше. То есть на самом деле его так немного надо выгнуть. Вот. Вот теперь что-то похоже на правду. Так, ставим 90 градусов. Ну, очень-очень похоже. Теперь попробуем снять еще раз. Снять еще раз ленту. Так, еще раз меряем. И вот так попробовать. Даже очень-очень неплохо получилось. Видно, даже просвета никакого нету. Ни сбоку, ни снизу от угольника. Получилось вообще шикарно. Сам тащуся, как говорится. Так, еще раз чуть-чуть попытаемся затянуть. Так, понятное дело, пластина сделана так на одном винтике. Скажем так, большую нагрузку сюда давать нельзя, потому что отогнется и угол 90 градусов просто исчезнет. Но, скажу вам, сейчас выглядит очень-очень неплохо. И расстояние мы здесь выровняли, и все. Так, еще раз одеваем. Интересно будет попробовать потом другие более толстые ленты. Возможно, они толще, хотя, по-моему, они выглядят такими же. То есть достаточно тонкие, здесь должны спокойно войти. Как видим, пластина таким образом сделана, что я ее вот так на себя могу немножко отогнуть, тем самым немножко увеличив зазор. Так, ну, зазор выглядит достаточно одинаковым. Контрольный, вроде все хорошо.
Так, еще раз проверяем. Вот этот винт хотел проверить. Вот. Прекрасно. Так, то мы зажали, все зажали. Что теперь делаем? Проверяем. Вроде все крутится. Единственный вопрос, а где цепляется бумажка? Наверное, вот здесь вот за бортик. Ну да, здесь такая конструкция получается, что если все остальные ролики у нас на одном, как не на оси, а на перпендикулярном на одном направлении вращаются, то данный ролик, видно, что он такой же, по идее, он одинаковый со всеми, но так как у него здесь вот этот фланец, на котором пружинка стоит, он выпирает. А сколько какая толщина вот этой? — 2,4 миллиметра. То есть вот на эти 2,4 миллиметра получается вот этот валик чуть-чуть смещен вправо. Ну а когда натянут, я думаю, еще немного наклонен. Из-за этого получается вот этот ролик немного смещен относительно всех остальных, а все остальные в одной, получается, плоскости работают. Из-за этого выглядит как-то не так хорошо. Вроде даже немного смазывать пришлось. Давайте проверим, теперь оно работает правильно или так себе. Так, это у нас минимальная скорость. Ничего никуда не убегает. Так, давайте попробуем нашу железячку. Так, это вверх, первое. Теперь же прелесть пользоваться. Теперь у нас точно есть тут угол 90 градусов. Ну и сверху я планирую точить ножи. То есть под каким-то углом вручную можно будет все что угодно сделать. Все прекрасно. Так, где-то оно скрипит. Так, а это была максимальная скорость. И все шикарно. Все шикарно. Ничего уже так сильно не прыгает. Да, надо понимать, что с этой подставочкой на 90 градусов надо аккуратно, на нее сильно не давить. Потому что если бы здесь сделать еще второе отверстие и иметь два места для прижима, было бы, конечно, шикарнее. Но для таких маленьких объемных целей, я думаю, вполне подойдет. Еще раз контрольно проверяем. Угол 90 градусов. Никакого зазора вообще нет. Шикарно. Я даже не надеялся, что получится так точно все настроить. Ну все, профилактика проделана. Ролики мы посмотрели. Реально каждый ролик на двух подшипниках. Движок не разбирал. Так. Единственное, что можно здесь еще. Ага, здесь так не подлезу. Хочу окончательно проверить все винтики, чтобы убедиться, что они полностью закручены. Вот как по мне, один регулировочный немножко был, не докручен. Но это регулировочный. Ему, можно сказать, простительно.
эта вертикальная пластина, на которой все стоит, чуть-чуть оказалось можно подкрутить. Ну, а второй тут так узко, что я даже своим мелким инструментом не могу до конца пролезть. Вот, пролез. Я пролез вот сюда вот. Хочу докрутить вот эти два винтика, проверить, что они хорошо закручены. Вот. Чуть-чуть можно было докрутить. Прекрасно. И тут чуть-чуть. Так. И осталось проверить. Чисто убедиться, мы влезем сюда или нет. Так. Убедиться, что у нас двигатель закручен. Да, и двигатель. Ну, действительно, даже не к чему придолбаться фактически. Так. Ножки. Нормально. Чуть-чуть докрутили. Так. Нижние. Все хорошо. Ну, скажу я вам, очень-очень все неплохо. Все хорошо было прикручено. Придолбаться действительно не к чему. Парочку моментов чуть-чуть буквально использовал смазочку для вот этого коромысла, который ходит, чтобы с другой стороны немного масла было. Немного его прикрутил. Теперь у нас это коромысло никуда не двигается. Коромысла хода уже нету. У этого ролика есть ход. Ну, тут, наверное, и хорошо, что есть. Потому что немного отстает от всех остальных роликов. А в остальном очень-очень все выглядит неплохо. Так. Одеваем, проверяем. Ну, все. Все. Инструмент полностью готов к работе. И это очень радует. Если кому понравилось такое видео, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем удачи!